Порой чудеса действительно случаются. Вики 15 августа во Всемирный день бездомных животных нашла свой дом. Жила собачка в приюте с того времени, как он был только основан, а именно с 2009 года. Вики все 10 лет провела в вольере, даже не выходя гулять. Естественно, что она не умела гулять, не давалось, чтобы ее гладили, людям не доверяла. Таких питомцев, как Вики, хватает в приюте, и обычно их история довольно печальна. Всю жизнь они проводят в вольере, незамеченные никем, так и умирают в приюте. Никому они не нужны. Никто не хочет брать собак в возрасте, а тем более таких, как Вики, которые не умеют взаимодействовать с человеком. Однако мы все же приняли решение попробовать сделать для собачки маловероятное чудо. Мы стали искать ей хозяина, хотя он по-прежнему боялась гулять, поводка и даже людей. В итоге нашлась девушка по имени Марина, которая изменила жизнь асоциальной собаки. Марине просто захотелось подарить старушке Вике любовь и заботу. Сначала девушка больше месяца ездила в приют, чтобы собачка к ней хоть как-то привыкла, а затем уже забрала домой. Вот что написала Марина: «Всемирный день бездомных собак я отметила новой питомицей. В мои планы не входило заводить еще одну собаку, так как квартира у меня совсем маленькая, а мой пес Сириус обладает многими страхами и особенностями, боязни улицы, других животных и прочим. И если бы я решила взять вторую собаку, то брала бы ту, у которой все стабильно с психикой, чтобы мой питомец чувствовал себя с ней более уверенно. А так две собаки со своими страхами — это очень нелегко. Однако я ничего не могла поделать с собой. Вике сейчас 12-13 лет, из которых она более 10 лет прожила в вольере приюта, даже не выходя на прогулку. К сожалению, сотрудников и волонтеров не хватает на всех животных. А старую полудикую собаку никто брать не хочет, ведь с ней нужно много работать. А я только на минуту представила, что Вике придется доживать оставшиеся годы в вольере, то уже просто не смогла ее там оставить. Тем более, что у меня имеется опыт. Позже я узнала, что в приюте таких собак сотни, и всех очень жалко, но что можно сделать? Очень тяжело делать такой выбор, когда ты можешь подарить счастливую жизнь лишь одному питомцу. Но хотя бы одному. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!